Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят и что ждать по движениям рубля, доллара, евро, нефти, золота и ряда других интересных активов. Так, ну начнем с новостей. Вот на РБК такая статья: Кремль опровергает данные британских СМИ о планах Путина уйти в отставку. Так, ну вся эта история началась с ночной такой заметки в мейле Daily Mail. Вот, соответственно, то есть британский таблоид, это, по-моему, вторая по величине газета Великобритании, написала такую новость о том, что якобы, вроде как, Путин болен, по информации профессора Соловья, и собирается в январе уйти в отставку. Я не знаю, насколько это правда, насколько это неправда. Хотел только обратить внимание, что вот эта газета Daily Mail британская, в феврале 2017 года редакторы английской Википедии признали Daily Mail ненадежным источником и решили по возможности заменить 12 тысяч ссылок, подтверждающих информацию, ссылками на другие издания. Так что, ну, уровень данного издания, он вполне как бы понятен и прогнозируем. Вот, ну и следом на эту заметку пресс-секретарь президента Песков выступил с заявлением, ТАСС его опубликовал. Я просто не совсем понимаю, с учетом того, какой уровень этого таблоида, этого издания, надо ли подобные вещи, целесообразно ли их комментировать. Ну и в ответ на эти комментарии Daily Mail новый выпустил статью на этот счет, что, почему и как будет происходить, и какая на этот счет есть информация. Не знаю, насколько правда это, неправда, ничего тут не могу сказать. Могу сказать только одно, что кто-то запускает какие-то слухи с одной стороны. С другой стороны, возможно, нам стоит задуматься и быть готовым к тому, что следующий год уже с самого начала будет очень непростым. Так, но в Америке все без изменений. Продолжается попытка со стороны Трампа как-то переиграть этот сценарий. Но тут понятно, что Трамп проиграл. Вопрос только в том, какой будет Сенат. То есть он будет укомплектован 50 на 50 или все-таки большинство, скорее всего, будет у республиканцев. Вот этот вопрос очень интересный, потому что он порождает гринлок, тупик, когда президент что-то пытается сделать, а соответственно его блокируют. Ну, кстати, на этот счет есть очень интересная точка зрения, которая гласит, что Трамп подготовил слабый доллар для Байдена. Доллар фактически сейчас на 7-месячных минимумах находится. И есть определенная корреляция, определенная зависимость, которая позволяет судить о том, что сейчас, в текущий момент времени, начнут расти валюты развивающихся рынков к доллару. То есть доллар будут ослаблять, и все валюты, особенно валюты развивающихся рынков, они будут расти к доллару. И что как раз ситуация Гринлока, она очень для этого перспективная. Не могу пока судить и сказать однозначно, почему такая точка зрения, как она получена, как она просчитана. Вот. Могу только сказать, что с моей точки зрения ситуация Гринлока, она чревата тем, что в какой-то момент все может в штопор сорваться, потому что меры стимулирования не будут надлежащим образом приниматься. Все будет оттягиваться до последнего момента. И вот тот штопор, который мы видели, когда Трамп что-то пытается внести, а демократы его блокируют по-всякому, мы можем получить, но с обратным знаком. Когда Байден что-то вносит, а республиканцы в Конгрессе все это дело зарубают и тормозят. Но тем не менее, то есть вот определенная зависимость, что текущая ситуация и гринлок приведут к тому, что произойдет ослабление доллара к валютам и особенно к валютам развивающихся рынков. Но вот здесь приведен расчет показателей по Аргентине и Бразилии, что они будут одними из бенефициарами в данном случае. Я такую точку зрения пока не разделяю. Посмотрим, как будут развиваться события взаимодействия между Конгрессом и президентом. И исходя из этого можно будет понять, то есть действительно ли будет гринлок и как этот гринлок повлияет на монетарную политику Соединенных Штатов и, соответственно, на курсы валют к доллару США. Но даже если мы получим такой эффект, что доллар будет продолжать ослабляться к валютам развивающихся стран,
мы не должны с вами забывать, что было в 2008 году. В 2008 году тоже рубль и другие валюты к доллару укреплялись, и в конечном счете это привело к тому, что что-то пошло не так, возник Lehman Brothers, и обвал этого банка синициировал по тем меркам очень значительный крах финансовой системы. Он, конечно, потом не привел к тому, что все развалилось, все потом восстановилось и деньгами залили. Но тем не менее, то есть перекосы, они все равно приводят к тому, что система пытается самовосстановиться. И поэтому даже если вот эта закономерность будет выполнена, то есть все приведет, текущая политическая ситуация, изменения приведут к тому, что доллар будет ослабляться, а валюты развивающихся стран будут к нему расти, в какой-то момент мы можем получить то, что было в 2008 году. Потому что вопрос не в том, как будут двигаться одна валюта относительно другой, а в том, когда будут устранены несоответствия в экономике, перекосы, перепроизводство ряда товаров и услуг. И только после того, как система придет в равновесие, можно будет говорить о том, что пойдет уже планомерное восстановление и рост экономики. Вот сейчас, скажем так, бытует такая точка зрения, что с учетом состояния монетарных агрегатов, с учетом финансовой политики, мы сейчас получаем такую картину, как в конце Второй мировой войны, и сейчас в связи с этим должно пойти очень быстрое восстановление. Вот. Я бы к этому не привязывался, потому что Вторая мировая война, она привела к разрушению основных фондов. Когда есть разрушенные большое количество основных фондов, и их надо восстанавливать, здесь увеличение денежной массы, оно, несомненно, очень позитивно повлияет на восстановление и рост экономики. В нашей ситуации, пока на текущий момент, коронавирус не вызвал, слава богу, такую ситуацию, как была во время Второй мировой войны. Вот. Ну, если все дойдет до того, что вызовет, тогда, несомненно, избыточная денежная масса вкупе с разрушенными основными фондами начнет очень энергично и быстро работать. Да, здесь действительно любой кризис, он порождается перекосами в экономике, и пока эти перекосы не будут исправлены, никакого надежного и однозначного роста его не будет. То есть то, что мы сейчас видим, с моей точки зрения, это пока не рост, это пока колебания в рамках консолидации, вот, или в рамках ожидания следующего дна. Вот. Но в любом случае я вот эту точку зрения на текущий момент времени об отскок валют развивающихся рынков не разделяю. Так, ну и вот срыв IPO компании Ant Джека Ма стал настоящим кошмаром для Рэй Далио. Я не думаю, что на самом деле, как Bloomberg пишет, это стало для Рэй Далио кошмаром. Он очень опытный инвестор и спекулянт, и наверняка он подобный риск закладывал в свои ставки, свои позиции, потому что, имея дело с такой вот системой, которая она не рыночная, всегда есть риски, которые не специфические. То есть взяли там что-то, запретили в один момент. Они и так в принципе есть. В той же Америке там раз и ввели санкции. И поэтому, ну, я думаю, что вот эта ситуация с Антом, она, конечно, будет, наверное, исправлена, но здесь слишком много факторов играют против того, чтобы вот эта компания Ант, она успешно разместилась и принесла предполагаемую прибыль тем инвесторам, которые планируют на этом сыграть. Так, друзья, давайте перейдем к анализу того, что происходит на рынках. Так, вот у нас SFD на Futures S&P, у нас сегодня корректирующее движение идет, но все в пределах предполагаемого сценария. Вот, пока мы не закрепились вблизи вот этой самой зеленой зоны, здесь ничего страшного не происходит. Колебания, фиксация прибыли, который за неделю набежал. Но смотрите, здесь какая прибыль-то хорошая. Вот, и поэтому, если не будет финального задерга к зеленой зоне, то вот вся эта проторговочка, она придет к тому, что на следующей неделе вполне как бы вот этот рост может быть продолжен, и, соответственно, будет движение на тестирование вот этого хая. Так, далее VIX. VIX начал расти. Но опять же, здесь ключевой момент заключается в том, что вот эта неделя, она должна закрыться так, чтобы VIX не был больше 30. На самом деле, вот такой разрыв, который возник накануне, это дневные свечи, дневной таймфрейм по VIX.
и вот такая дневная свеча, они говорят о том, что вполне как бы движение, оно может и отскочить очень сильно вверх. Вот, поэтому здесь, с моей точки зрения, рынки проседают, идет фиксация прибыли, вполне закономерно, пятница. Вот, и если у нас закрытие будет ниже 30, то по сути здесь пока ничего страшного нету, и все находится в рамках консолидации. Так, далее немецкий индекс DAX, но здесь ситуация она схожа с S&P, вопрос только в том, будет не будет закрыт вот этот гэп. Если он в ближайшее время закрыт не будет, то это достаточно хороший позитивный момент с моей точки зрения. И, соответственно, то есть в этой ситуации после накопления, после консолидации в этом диапазоне мы отсюда вполне можем двинуться на следующей неделе и сходить вот сюда, вот в район либо 13 тысяч, либо первая цель движения 12 800. Вопрос только в том, закрепимся мы или не закрепимся вот в этом диапазоне. Если закрепимся, то при отсутствии негатива на площадках американских и китайских вполне может быть либо короткий задерг, либо планомерное движение вот сюда вот. Вот, если закрываем гэп и начинаем торговаться в этом диапазоне, то скорее всего весь этот рост сходит на нет и пойдет провал. Так, друзья, далее нефть, но смотрите, по нефти здесь все как по нотам идет. Стукнулись в сильный уровень 39.62, часовой таймфрейм. И сейчас в рамках консолидации идет движение, цель которого потрогать 40,83. Вот, соответственно, здесь либо пробой на растущих объемах и дальше уход на 41.53, либо здесь будет отбой и возврат вот в этот консолидационный диапазон. Не срабатывает эта идея в том случае, если мы пойдем вниз и у нас будет пробитие 39.3. Вот здесь пробитие 39.3, оно приведет к тому, что очень быстро движение вернется на 38 и потом по направлению в 36.6. Но пока как бы текущая картина, она указывает на то, что больше вероятность того, что отсюда произойдет отбой и движение к верхней границе консолидации. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, по золоту здесь у нас все идет более или менее адекватно. Сейчас вот потестировали 1961. Вот, на самом деле надо бы еще на пару долларов сходить. И после этого либо здесь закрепляться, а дальше уже космос. Либо отсюда отскочить и пойти тестить 1945. Уже как бы нормально, просадка в конце недели. Вот. Если сегодня закрываемся выше 1945, 1942 вот этого диапазончика, то это будет означать, что на следующей неделе, скорее всего, будет по золоту позитив. Если пробиваем, то ждет корректирующий откат, цель отката, уход сначала на 1935-1932 и потом вот сюда, вот к этой линии. Так, далее евро-доллар, но здесь удержали вот этот сильный уровень, него постучались, отскочили. Соответственно, сейчас, если вот этот пробой закрепляется выше 1,1881, то нас ждет очень энергичное движение, у которого первая цель 1,929, как угодно, начало кризиса, а вторая 1,2. Вот, но сейчас более логично немножко скорректироваться, разворотную формацию здесь сделать и куда-нибудь спуститься вот сюда 1,1854 или 1,1825. Вот, в любом случае, если сейчас этот откат развивается и не будет пробития вот этого диапазона 1,805, 1,1790, то все это придет до набора и дальнейшему росту. Если сейчас будет вот этот пробой диапазона, то мы начинаем сыпаться. Пока все указывает на то, что евро-доллар все-таки будет расти. Так, друзья, далее серебро, но здесь по серебру с опережающими темпами цели сделали. Сейчас теперь вопрос идет о закреплении выше уровня 25,5. И если такое происходит, то следующая цель движения будет находиться на 27,2. Вот. Но сегодня я не знаю, 27,2, мне кажется, мы сегодня не добьем. А в понедельник вполне. Здесь главное, чтобы сейчас, если будет корректирующий откат, не пробили диапазон 25,2-25. Если он будет пробит и пойдет проторговка, то вот это все движение рушится и увидим просадку. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну все как бы вот в этот диапазон вернулись. Теперь полагается в этом диапазоне какое-то время поторговаться. Если никаких эксцессов не будет,
там каких-то санкций внезапных или обвала нефти, то вполне вероятно, что мы вот в этом коридоре или в районе него от 77.38 до 77.75 несколько дней походим. Так, ну и вот часовик. Часовик указывает на то, что отсюда, скорее всего, будет отбой. И целью этого отбоя сходить сначала на 77.34 и потом потестить 76.75 вот сюда вот. Вот, если сейчас вот над этой желтой линией закрепляемся и начинаем проторговываться, то скорее всего сегодня будет пробит вот этот диапазон и закрытие пойдет на 78.6. Так, далее евро-рубль. Евро-рубль tomorrow, часовой таймфрейм. Но здесь либо мы сейчас в ближайшие часы пробиваем 92.5, 92.6. Если здесь на объеме пробиваем, то пойдет движение, цель которого будет 93.82. Вот сюда вот сходить. Если пробитие не происходит в ближайшее время, то здесь возникает отбой и пойдет откат. Первая цель отката будет 91.87. И в случае, если это значение будет пройдено, то следующая цель это возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Мне пока видится, что наиболее вероятно он будет ходить вот в этом диапазоне сегодня, по крайней мере до конца дня, 92.5, 91.7. Вот где-то здесь, скорее всего, будут разворачиваться все события, если не произойдет никаких потрясений внезапных. Так, друзья, ну это все. Спасибо за внимание.